Конец сентября 2022 года. После объявления в России мобилизации на войну в Украине на автопереходах российско-казахстанской границы километровые очереди. Первыми с огромным потоком столкнулись пограничники в Западно-Казахстанской области. Регион граничит с 5 областями России – Оренбургской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Самарской. В основном границу пересекали молодые мужчины, но говорить о цели приезда хотели немногие. Денис Бахолдин – участник антипутинских протестов в Москве. Он один из немногих, кто согласился открыто говорить с нами. Для украинцев путинский режим стал действительно серьезной проблемой в 2014 году. Для нормальных россиян он стал гораздо раньше. Денис почти 2 года прожил в Украине. После возвращения в Россию его осудили на 3,5 года. Следователь так записал в обвинительном заключении, суд это поддержал, то что, буквально по памяти цитирую, являюсь убежденным противником действующего политического режима в России, выехал на территорию Украины с целью вступить в правый сектор, хотя таких целей при въезде в Украину мне не было близко. Из колонии Бахолдин вышел в 2021 и планировал покинуть Россию еще с февраля. То есть то, против чего мы протестовали в Москве, это именно вот эти вот диктаторские поползновения. Тогда они были в очень таком лайтовом варианте, но потом все стало скатываться дальше и дальше. Сейчас понятно, к чему привело. В первые дни объявления мобилизации поток россиян буквально парализовал инфраструктуру Казахстана. Резко подскочила стоимость аренды жилья. Больше всего в столице Астане и крупнейшем мегаполисе Алматы. Все объекты общепита были до отказа забиты молодыми мужчинами с рюкзаками, или, как их называют здесь, релокантами. Нас это беспокоило. Большое количество релокантов, людей призывного возраста, которые вдруг появились в нашем городе. Мы не знали статус этих людей. Кто это? Это мигранты, это дезертиры или это туристы. Но было тепло, они ночевали на лавочках, и такое количество людей – это всегда проблемы. И оказывали помощь этим людям, но была опасность того, что, может быть, часть из них без документов, часть из них, может быть, без денег, карточки не работают, поэтому было возможно всякое. Начался Саратов, Новосибирск, Пятигорск, потом Питер, Москва. Вот сейчас до вас были с Хабаровска ребята, вот эти с Новосибирска ребята. Уличный музыкант Сергей Кулипанов работает на пешеходной улице в самом центре Алматы. Наплыв россиян заметил сразу. Конечно, бегут от мобилизации. Ну да, они другие. Поначалу это было интересно за всеми смотреть, а сейчас я уже к ним привык. Все двойдут. Естественно, они отличаются от нас, хотя, допустим, я русский, но они россияне. Мы русские, но мы не россияне. Мы здесь живем в Казахстане, там все. Они даже завидуют, говорят, хорошо, что Казахстан в свое время как-то так вот отошел от России. Так было интересно. Многие подходят, со многими общаешься, спрашивают. Холодно здесь зимой или не холодно? Говорю, что собрались до весны тут сидеть? По данным МВД, в конце сентября в день границу пересекало до 30 тысяч россиян. Алексей из волны так называемых сентябрят. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Алексей на четверть украинец. До 2014 года жил и работал в Украине. И даже читал лекции на украинском языке. А сейчас вот я чувствую, как разрывается у меня внутри идентичность, потому что я очень сострадаю и своим украинским друзьям, и в то же время мне жалко россиян, своих друзей, которые там сейчас в сложных условиях, которые сейчас или беженцы, или там не по своей воле мобилизованы, например. С началом полномасштабной войны в Украине в Казахстан начали возвращаться россияне, которые здесь родились. Для них есть упрощенный порядок получения гражданства. Претендовать на упрощенку могут граждане Беларуси, Кыргызстана и России, рожденные в Казахской ССР до 21 декабря 1991 года. Отдельными льготами пользуются этнические казахи, рожденные в России. Им присваивается статус репатрианта Кандас, что в переводе означает «брат по крови». Но этнические казахи не торопятся покидать РФ. Для получения казахстанского гражданства обратилось 1280 граждан Российской Федерации. Из них в упрощенном порядке принято в гражданство 1239 граждан. Из этого количества 436 человек
граждан Российской Федерации являются этническими казахами. Они освобождаются от предоставления документа о платежеспособности, не оплачивают госпошлину при приеме в гражданство. По данным переписи населения, в России живут почти 648 тысяч этнических казахов, граждан РФ. Мужчин, попадающих под мобилизацию, отправляют на войну в Украину. После просмотра этого видео казахстанский бизнесмен Дауренко Опенбаев призвал этнических казахов переезжать в Казахстан. Он выделяет 100 семьям по 1 миллиону тенге, чуть больше $2000. Кто считает, во-первых, зазорным уйти, избежать этой мобилизации. Ну, это, наверное, во-первых, это синдром малых народов. Это доказать, что я свой, извините, я такой же, как вы, я наш, российский. На призывы бизнесмена уже откликнулись как минимум 35 мужчин. У них есть альтернатива. Не война или тюрьма, а есть третья, есть форточка. Я вот эту форточку хотел им открыть просто. Если этнические казахи не торопятся переезжать в Казахстан, то крымские татары бегут из оккупированного Крыма от мобилизации. У меня сын, которому в январе исполнится 17 лет, а так как у нас так называемый глава администрации Аксенов подписал еще летом указ о том, что при нехватке мобилизированных будут также брать 17-летних детей, то есть я в первую очередь как мама, соответственно, подумала о жизни своих детей. Гульзар с горечью вспоминает депортацию предков из Крыма. Тогда, в 1944-м, как и сейчас, жители стран Центральной Азии приняли и помогли крымским татарам. Для нас, для нашего народа, это очень большая трагедия. Депортация в 1944 году. Моя бабушка, Рамитли Байкана, как у нас называют, она очень часто это вспоминала. И по приезду в 90-м году она каждый день плакала. Я никогда не думала, что это коснется нас. Я всегда, когда еще была помладше, я говорила: Байкана, ну успокойся, уже не то время, уже не будет войны. Для них неважно, есть у тебя белый билет, или там у тебя 4 детей, 3 детей, 5 детей, и там у тебя проблемы со здоровьем, с позвоночником или еще, или с головой вообще. То есть для них, мне кажется, это не проблема. Могут просто взять и посадить, и забрать, и отправить на войну. А воевать против своей же страны, против своих же братьев, то есть мне в принципе на войну не хочется, а воевать против своей же страны, то есть желания в принципе нету. По данным Меджлиса крымско-татарского народа, с февраля 2022 года Крым покинуло от 5 до 7 тысяч человек. Около 2000 из них находятся в Казахстане, в основном мужчины, подлежащие мобилизации. Мы людям объясняем международное гуманитарное право. Люди очень хорошо должны ориентироваться в действующих законах Украины. То есть люди не должны стать соучастниками преступлений, которые совершаются русскими оккупантами или теми, кто уже перешел на их сторону. В Астане крымские татары приводят в порядок документы, необходимые гражданам Украины для выезда за рубеж. У кого-то они с истекшим сроком действия, у кого-то есть только внутренние паспорта или ID-карты. Если граждане обращаются со свидетельствами о рождении, то мы ведем соответствующие проверки относительно подтверждения выдачи соответствующих документов их родителям и их свидетельств. И после этого можем оформлять им удостоверение на возвращение в Украину. Они возвращаются в Украину, оформляют себе внутренний документ в виде ID-карты и после этого могут оформить соответствующие документы себе дальше, зарубежные или другие. Парни, у которых нет ID-карт, подтверждающих гражданство Украины, вынуждены возвращаться обратно в Крым. Работу в Астане найти сложно, а аренда жилья в столице Казахстана стартует от $500. Многие начали скучать по семьям, по детям, по родителям. Ну и главный фактор, наверное, все-таки преобладает — это финансовая составляющая. Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения и Россия входят в Евразийский экономический союз. Граждане этих государств могут пересекать границу стран-участниц по своим внутренним документам и находиться там без регистрации до 30 дней. Но для большинства бежавших от мобилизации соседнее государство стало транзитным. С февраля 2022 года в Казахстан выехало более 2 миллионов и 100 тысяч граждан Российской Федерации, и только около 200 тысяч остались в стране. За этот период у нас оформили разрешение на временное пребывание
95 тысяч граждан Российской Федерации и подали ходатайство для оставления на постоянное место жительства, ну, то есть оформили вид на жительство около 5 тысяч граждан России. Оформив временное проживание, россияне могут оставаться в Казахстане 1 год. Ну а те, кто решились получить вид на жительство, могут жить здесь до 10 лет. Политолог Леся Каратаева исследует отношение казахстанцев к российским мигрантам. В целом казахстанцы индифферентны к самой ситуации, к релокантам, которые прибывают. У нас такие нарративы фиксируются. Мне они не мешают, я ем свой хлеб, они едят свой хлеб. На каждого там, предпринимателя найдется свой покупатель, да, мы пока не мешаем друг другу. Есть, конечно, некоторые страхи относительно того, что рынок труда наш будет перестраиваться, и прибывающие из России граждане, они будут более востребованы на рынке труда в силу своей, там, больше, может быть, профессиональной компетенции и так далее. Популярный в Казахстане тиктокер Алексей Лодочников снимает видео, где учит мигрантов правилам поведения в Казахстане. Казахстанская валюта – тенге. Не тенге, а тенге. Ну, буква Е не сложно, что это тенге. Кто бесит, когда говорят тенге. Потом, президент у нас не Такаев, а Токаев. Ну, буква О тоже же несложно сказать. Я говорил гражданам соседней страны, не забывайте, где находитесь. Мы простые люди, гостеприимный народ. Все знают, что казахский народ гостеприимен. Но у нас в своей стране есть свои законы, свои порядки. Я им говорил, не нарушайте наших законов и порядков, и тогда все будет хорошо. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Государственный язык Республики Казахстан – казахский. У русского статус официального языка. После полномасштабного вторжения России в Украину в Казахстане вырос интерес к изучению казахского языка. Не только среди казахстанцев, но и среди приезжих россиян. Большинство бежали от мобилизации, и они об этом открыто говорят. Вы, наверное, видели, большинство – это мужчины. Они не хотят воевать, потому бежали. Государственная граница между Казахстаном и Россией составляет больше 7,5 тысяч километров. Это самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница между двумя странами. За последние несколько лет на российском ТВ все чаще звучат призывы с посягательствами на северные территории Казахстана. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Такой контент распространяется через федеральные каналы, которые в Казахстане транслируют кабельные операторы. В Министерстве информации не смогли объяснить, почему этот вопрос не отрегулирован. Вопросы, связанные с трансляцией иностранного канала и деятельностью кабельного оператора, это сугубо правовые нормы. Они регулируются междусторонними отношениями между кабельным оператором и телевидением. Вместе с тем министерство имеет рычаги, которые могут и должны быть применены, в частности, если эти нарушения идут. Пока госорганы ищут рычаги, российские информационные каналы влияют на формирование взглядов казахстанцев на войну России в Украине. Новости смотрю, но все равно оно же не освещает, оно полную не дает картину какую. А погибших, вот в YouTube заходишь, да, это просто сердце разрывается. И обидно, что данных таких нету. Хотя бы говорили, что наших столько, ну в смысле наших, как россияне, столько. Это же скрывается информация. Я, конечно, не сторонник войны, потому что это сколько, знаете, столько сил надо было приложить, чтобы братские народы растравить Украину с Россией. Если живешь в какой-то стране, наверное, защищать ее надо. А Россию надо защищать? Ну, я думаю, интересы своего дома каждый должен защищать. Я думаю, что между Россией и Украиной раздор сеет США, поддерживая Украину. По данным Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения «Домоскоп», большинство казахстанцев получает информацию о войне в Украине через YouTube.
При этом 59% придерживаются нейтралитета, 22% поддерживают Украину, 13% – Россию. Война, развязанная Россией в Украине, сказалась и на экономике Казахстана. Если раньше, допустим, Россия занимала в нашем внешнеторговом балансе где-то около 41-42% по итогам 2021 года, то сейчас мы уже можем говорить, что это 36-37%. Снижается доля. Значительная часть транснациональных корпораций, которые работали в России и не воспринимали страны Центральной Азии как серьезных стратегических партнеров, теперь перемещают свои производства и логистические центры в Казахстан. Я думаю, что значительная часть этих компаний не хотят отказываться от российского рынка, все-таки 140 миллионов человек, и они хотят работать уже по российскому рынку, не знаю, с территории Казахстана. Это создает возможности для Казахстана в плане трудоустройства, в плане создания рабочих мест, в плане все-таки инвестиционной привлекательности. Суверенных санкций не будет, то есть против Казахстана как государства. Если же казахстанские компании будут, я бы сказал, даже шире, центральноазиатские компании будут сотрудничать с теми санкционными российскими компаниями, риск высокий. Казахстан, как и многие другие постсоветские страны, столкнулся с рядом беспрецедентных вызовов после начала войны в Украине и перемещением сюда граждан России. Как это отразится на казахстанском обществе и государстве, говорить еще рано, но уже понятно – это только начало. Если Россия объявит очередную мобилизацию, в Казахстан снова побегут те, кто воевать не хочет.